Эвакуация из столицы. Ситуация критическая. Самый жесткий сценарий может стать реальностью. Досмотрите. Зеленский получил резкий отказ. Киев может остаться без оружия, пока новая страна вступает в войну и срочно перебрасывает войска. Теперь официально власть берет интернет под полный контроль. Ограничения коснутся всех. Обо всем расскажем. Москва ставит ультиматум. Трамп обещает откупиться, а Путину стало хуже прямо перед камерами. Об этих и других главных событиях утро понедельника, 10 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Лавров нашелся, и как только появился в кадре, снова начал всем угрожать и предупреждать. Заявил, что готов к личной встрече с госсекретарем США Марко Рубио, но при одном условии – обсуждение войны в Украине должно проходить с учетом интересов Москвы. В интервью пропагандистскому РИА Новости Лавров подчеркнул, что с американской стороной есть необходимость регулярного общения, но дал понять, Россия намерена навязывать Западу собственную повестку. Сейчас, конечно, эпоха уже другая, но мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника, армия и флот, но нужно добавлять воздушно-космические силы, безусловно. При этом Лавров снова сослался на летние переговоры Путина и Трампа на Аляске, назвал их основой возможного соглашения о прекращении войны. По его словам, тогда США якобы пообещали, что Зеленский не станет мешать мирному процессу, но все пошло не по плану. Это была цитата. Лавров также обвинил Брюссель и Лондон в том, что те давят на Вашингтон, чтобы сорвать дипломатическое урегулирование и сосредоточиться на военном давлении на Россию. Тем временем западные медиа сообщают, что после последнего телефонного разговора Путина и Трампа Москва передала в Белый дом неофициальный меморандум с прежними ультимативными требованиями признать захваченные территории и зафиксировать нейтральный статус Украины. Одно из самых тяжелых решений, говорит экс-генсекретарь НАТО, тогда, в 2022 году, он решил не закрывать небо над Украиной после начала широкомасштабного российского вторжения и за несколько лет сформулировал, почему именно. В своих мемуарах бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг подробно описывает февраль 22-го как болезненный момент. Тогда он отклонил настойчивую просьбу президента Зеленского закрыть небо над Украиной. А если в воздухе будет российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда между НАТО и Россией разразится полномасштабная война. А мы не готовы к этому. Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск Третьей мировой войны ради Украины. По его словам, ключевым фактором был риск прямого удара по российской территории. Запрет на полеты над Украиной требовал бы нейтрализации российских систем ПВО, стоящих в Беларуси и на территории России. Иначе западные истребители и беспилотники просто не могли бы действовать безопасно. А это означало бы удар по объектам за пределами Украины. Шаг, который НАТО не готово было сделать. Альянс ранее закрывал небо над отдельными территориями ради защиты гражданских в Боснии и Герцеговине, над Северным Ираком для защиты курдов и так далее. Но, по мнению Столтенберга, ситуация с Украиной была иной по масштабу и по потенциальным последствиям для прямого столкновения с Россией. В США уже 40 дней продолжается шатдаун, и его последствия докатились до линии фронта. Из-за остановки финансирования федеральных ведомств заблокированы поставки американского оружия на сумму более $5 миллиардов, пишет издание Axios. Под угрозой оказались ракеты «Амраам», боевые системы «Игис» и установки «Хаймарс», предназначенные для союзников по НАТО, в том числе Польши, Дании и Хорватии. Эти сделки нередко используются для последующей помощи Украине, но, кроме того, американские войска за границей могут не получить зарплату. По данным чиновников, Бюро политико-военных дел сейчас работает только на четверть своей обычной мощности. Именно это и стало причиной задержек. Шатдаун начался в ночь на 1 октября 2025 года, когда Конгресс не смог договориться о новом бюджете, правительственные программы заморожены, внутренний туризм и авиаперевозки замедлены, а тысячи госслужащих не получают зарплату. Этот кризис уже побил рекорд первого срока Трампа, 35-дневный шатдаун 18-19 годов, и пока политики спорят о медстраховках и субсидиях, страдают союзники США и Украина в том числе, которая ждет критически важное вооружение для фронта.
Интернет в России – это не право, а элемент роскоши, и власти теперь могут его выключить одним нажатием кнопки. С 1 марта 26-го Роскомнадзор официально получает право изолировать Рунет от остального мира по новым правилам централизованного управления сетью связи общего пользования. Под предлогом обеспечения безопасности ведомство сможет блокировать любые сайты, менять маршруты передачи данных, перенаправлять трафик и, при необходимости, полностью отрезать страну от глобального интернета. Причиной для таких действий теперь может стать почти все: кибератака, распространение запрещенного контента, сбой сетей или даже разрыв связи с зарубежными ресурсами. Все решения Роскомнадзора станут обязательными для операторов, а контроль за их выполнением разделят между ФСБ и Минцифры. Новые правила переводят российский интернет в режим управляемой экосистемы, где приоритетом является не открытость и свобода информации, а контроль, безопасность и устойчивость с точки зрения национальных интересов, как их понимает власть. Параллельно власти уже выстраивают инфраструктуру для тотального наблюдения, системы фильтрации, слежку за пользователями, блокировки VPN. С 2025-го мобильный интернет в некоторых регионах отключают для борьбы с украинскими дронами, хотя ни одного дрона там никто даже не видел. Теперь с введением правил централизованного управления Россия официально готова к цифровой изоляции. Остается только вопрос, нажмут ли на кнопку. Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях под видео. Каблуки в прошлом, теперь модно руки накачанные. И неважно чем. В сети обсуждают новые кадры, на которых у российского диктатора заметно изменились руки. Опухшие, неестественно гладкие и будто бы накачанные. Присмотритесь и вы. Хотелось бы, конечно, чтобы мы все жили в здоровье, и физическом, и ментальном. На видео крупным планом видно, как его рука странно блестит и будто бы отекает. В комментариях предполагают, что это может быть следствием медицинских процедур, инъекций или просто очередной неудачной ретуши. Тяжелая ситуация в Госдуме РФ. Депутаты работают без малейшего просвета и возможности отдохнуть. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат от «Единой России» Сергей Чепиков пожаловался, что работа в Госдуме достаточно сложная. Многие люди думают, что депутаты ведут не самый активный образ жизни, но это не так. Надо отрабатывать региональные недели и всегда быть в работе. График работы депутата очень плотный. Депутаты всегда на связи с избирателями. У нас не бывает отпусков. Сетования народного избранника вызвали бурную реакцию в сети. А как вы думаете, может, российским депутатам надо увеличить отпуск, или зарплату, или молоко бесплатно давать? Пишите в комментарии все, что думаете об этом. Британия подключилась к войне с призрачными дронами. Лондон отправил Бельгии оборудование для защиты от неизвестных беспилотников. Над аэропортами и военными базами Бельгии все чаще появляются неопознанные дроны, вызывая перебои в работе и тревогу у служб безопасности. Теперь к расследованию и противодействию подключилась Великобритания. Она направила в страну специалистов и военное оборудование для борьбы с воздушными нарушителями. Как рассказал глава британских вооруженных сил Ричард Найтон, помощь была согласована с министром обороны после просьбы бельгийского командования. По его словам, вторжения дронов могут быть, вероятно, связаны с Россией, хотя прямых доказательств этому нет. По мере роста гибридных угроз наша сила заключается в союзах и в нашей общей решимости защищать, сдерживать и охранять нашу критическую инфраструктуру и воздушное пространство. На прошлой неделе из-за беспилотников временно приостанавливали рейсы в аэропортах Брюсселя и Льежа. По данным бельгийских спецслужб, атаки могли носить координированный характер, а целью могла быть разведка объектов инфраструктуры НАТО. Мы все видим это именно так, и бельгийцы тоже. Эта мера, призванная создать атмосферу неопределенности и страха в Бельгии. Только попробуйте тронуть активы. Иного толкования тут просто нет. Пока европейские государства пытаются выстроить защиту от невидимых атак, в Британии рыбаки нашли свой способ помочь Украине. Французская благотворительная организация отправила в зону боевых действий сотни километров старых рыболовных сетей. Из них украинские военные делают антидроновые туннели и укрытия. Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им прислали немало ненужных сетей. Сетки, которые мы отправляем, сделаны из конского волоса и используются для глубоководной ловли морского черта, который достаточно силен и бьет по сеткам силой, схожей на силу дрона.
Пока Лондон ищет источник российских призрачных дронов, французские рыбаки уже нашли способ их остановить. Без радаров, ракет и миллионов евро, просто перевернув войну с воздуха на войну с сетью. Трамп открывает кошелек. Президент США объявил, что каждый американец получит по $2000 в виде дивидендов из доходов, которые страна получает от импортных пошлин. Под раздачу не попадут только самые богатые. Люди, которые выступают против тарифов, дураки. Сейчас мы самая богатая и уважаемая страна в мире с почти нулевой инфляцией и рекордными показателями фондового рынка. Пенсионные накопления достигли рекордного уровня. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем погашать наш огромный долг. Программа должна стать частью новой экономической модели, где прибыль от внешней торговли распределяется между гражданами. Но это не все новенькое от Трампа. Представитель Белого дома Джон Коул выдвинут на должность спецпосланника по Беларуси. По данным американской администрации, Коул уже добился договоренности об освобождении сотни политзаключенных и намерен добиться выхода еще 50. Трамп подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшие конструктивные шаги Минска и поблагодарил Александра Лукашенко за готовность к диалогу. В Белом доме считают, что миссия Коула станет первым шагом к возможной нормализации отношений между Вашингтоном и Минском, при условии, что режим освободит всех удерживаемых по политическим мотивам. Ну, значит, перспектив нет. Вода в столице заканчивается, власти готовят план эвакуации. Иран накрыла самая тяжелая за 100 лет засуха. В 10-миллионном Тегеране уже вводят ночные отключения воды, а запасов в главных водохранилищах стремительно не остается. Весной и летом дожди почти не шли. Ключевой источник питьевой воды для столицы, водохранилище Амир-Кабир, фактически опустел. Около 8% вместимости – это меньше, чем на 2 недели потребления мегаполиса. Сценарий на столе у правительства предельно жесткие. Если осадков не будет до конца года, то придется готовить эвакуацию Тегерана. Речь не о символических мерах, а о перемещении миллионов, закрытии части инфраструктуры и консервации целых районов. На практике это означает обвал водоснабжения, перебои с электроэнергией, рост цен на продовольствие и хаотичную миграцию из центральных регионов. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.